Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня я продолжаю тему нашей красивой нежной шали. Я сделала обвязку сверху шали и сделала обвязку по бокам. По бокам чуть длиннее сделала ее, вверху покороче. Просто вот такие петли Соломона и пышный столбик. Предлагаю посмотреть. Эта обвязка подойдет абсолютно для любой шали. Вяжется просто, быстро, смотрится всегда красиво. У меня есть готовая шаль, которую мы с вами разбирали, как она вяжется. Теперь хочу показать обвязку, которая вяжется так же просто, как и шаль. Вот самый верх, мы к нему подошли. Теперь нужно обвязать 2 боковиночки. Предлагаю обвязать также петлями Соломона. Вытягиваем петельку. 1 и 2. 2 петли Соломона и свяжем 3 воздушные петли, 4, пышный столбик, 1, 2 и 3 вытягивания, 3 накида провязали и 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4 в это же место вкалывания и 2 петли Соломона. 2 петли Соломона. У меня тут пряжа с такими красивыми, которые сложно вытягивать, пайетками. Вот. Петля Соломона 1 и петля Соломона 2. Внизу пропускаем 1 петлю и 2, а вот там, где у нас такой узелочек, мы привязываемся. Вот у нас что получится. Вот такая пипочка. 2 петли Соломона, пышный столбик, 2 петли Соломона, закрепились. Внизу пропускаем опять 1, 2. Вот. И точно так же нам нужно связать, обвязать весь периметр нашего платка шали бактуса. 2 петли Соломона, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Вершинку. Вот у нас тут 2 петельки, накид и вытягивание. 1, 2, 3 мы сделали. 4. Надо смотреть по ниткам, какой вы хотите пышный столбик. 1, 2, 3, 4 и вернулись. Еще 2 петли Соломона с моими пайетками. Очень сложно сделать, но шаль выглядит очень красиво за счет этих пайеточек, которые сложно вытягиваются. 1 петля и 2. Внизу пропускаем 1, 2 и закрепляемся. Вот наша 2 петля. И вот таким образом, совсем не сложно, предлагаю обвязать всю шаль. Такая обвязка у меня получилась. На самом уголочке я провязала не через 2 петли обвязку, а через 1, чтобы обвязка была такая более симпатичная. Теперь осталось мне немножечко пряжи, я решила еще и вверх, хотя вверх я обычно не обвязываю, вверх обычно и так у нас был красивый петля Соломона, можно обвязать просто столбиками без накида. Но я решила продолжить еще вверху обвязку, потому что ниточек оставалось немножко, просто-напросто, чтобы уже этот моточек пряжи, у меня было всего 100 грамм, чтобы его уже использовать. То есть вот так вот я сделала вверху, чтобы хватило ниток.
я решила сделать одну петлю соломона. Вот. И пышный столбик. 1, 2, 3, 4. И еще 3 накида, 3 вытягивания. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Завершающий соединительный столбик. Вытягиваем петлю соломона. Через 2 петельки, чтобы у нас получился ромб. Вот 2 петли вверху, 2 внизу. Это красивое сочетание, которое обычно используется. Вот, и опять у нас петля соломона. 1, 2, 3, 4. За 2 петельки 1. Вытягивается плохо, потому что у меня такая ниточка с пайетками. 2. И приходится помогать. 3. Можно 4. Тут уже 1, 2, 3, 4. Смотрите сами, как вам нравится. Либо 3, либо 4, а может быть даже и 5, если ниточка совсем тонкая. Через 2 петли соломона столбик без накида и еще 1 узорчик, наверное, получится. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. И заканчиваем вязание. Пропускаем внизу 2 петельки, получается, да, у нас не получается. Хорошо, пусть это будет 1, как завершающий такой штрих. И уже надо ниточку отрезать, но побольше, чтобы можно было запрятать куда-то в пышный столбик, допустим, либо в этот, либо в тот. Петли соломона, они такие коварные, на них надо больше ниточек для заправки. И в итоге мы с вами получаем вот такую симпатичную, совсем несложную обвязку. Надеюсь, видео вам будет полезным. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram, Одноклассники, Контакт. И будем вязать вместе. Вот самый верх. Мы к нему подошли. Теперь нужно обвязать 2 боковиночки. Предлагаю обвязать также петлями соломона. Вытягиваем петельку. 1 и 2. 2 петли. 2 петли соломона. И свяжем 3 воздушные петли. 4. Пышный столбик. 1, 2 и 3. 3 вытягивания, 3 накида. Провязали. И 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В это же место вкалывания. И 2 петли соломона. 2 петли соломона. У меня тут пряжа с такими красивыми, которые сложно вытягивать, пайетками. Вот. Петля соломона 1 и петля соломона 2. Внизу пропускаем 1 петлю и 2. А вот там, где у нас такой узелочек, мы привязываемся. Вот у нас что получится. Вот такая пипочка. 2 петли соломона,
пышный столбик. 2 петли Соломона, закрепились. Внизу пропускаем опять раз, два. Вот. И точно так же нам нужно связать, обвязать весь периметр нашего платка шали бактуса. 2 петли Соломона, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Вершинку, вот у нас тут 2 петельки, накид и вытягивание, 1, 2, 3 мы сделали. Можно 4. Надо смотреть по ниткам, какой вы хотите пышный столбик. 1, 2, 3, 4. И